Привет! Похоже на то, что в этом году Xiaomi решили особо не заморачиваться с наушниками и помимо абсолютно новой модели Mi Air 2 SE лишь освежили свои старые, выпустив Mi AirDots Pro 2S, Redmi AirDots S и Mi True Wireless Earbuds Lite, которые являются упрощенной версией наушников Mi Air первого поколения, или как их называли в то время Xiaomi AirDots Pro. И вот как раз о последних наушниках из этого списка я и хочу сегодня рассказать тебе в своем обзоре. Название у них получилось очень длинным, и для краткости я их буду называть просто Mi Air Lite. Несмотря на то, что я заказал эти наушники с Алиэкспресса из Китая, к моему великому удивлению, приехали они в глобальном исполнении, с мультиязычной инструкцией и русскими надписями на коробке. Неожиданно, но очень приятно. По внешнему виду зарядный кейс ничем не отличается от версий Air первого поколения, и если поставить их рядом, то отличить одни от других у тебя не получится. Спереди располагается один светодиодный индикатор состояния, и когда кейс заряжен, то он горит постоянно в течение нескольких секунд. Если же он нуждается в пополнении энергии, то светодиод начинает мигать. Согласись, это не слишком информативно, но тем не менее есть и другой способ узнать об уровне заряда. Справа на боковой грани расположена прямоугольная кнопка, которая отвечает за активацию индикатора и нужна для обнаружения наушников при первичном подключении к новому устройству. И вот если зажать эту боковую кнопку на 2 секунды, то на экране смартфона появится шторка анимации, в которой можно посмотреть уровень заряда кейса и отдельно каждого наушника. Работает эта функция только со смартфонами Xiaomi и, как гласит инструкция, только на последних прошивках. У меня, как видишь, на Mi 9 SE с MIUI 11 она работает. На нижнем торце располагается разъем для зарядки USB Type-C. Крышка кейса на магните без доводчика с пластиковой петлей. Открывается она точно так же легко, как и в кейсе наушников Mi AirDots Pro первого поколения. Кейс снаружи белый и матовый, а внутри все отделано глянцем. Емкость встроенного аккумулятора 410 мАч, а габаритные размеры 44 на 30 и на 50 мм. И вот если по части зарядного кредла отличий от первой модели вовсе никаких нет, то сами наушники внешне немного отличаются. Формы и размеры у них такие же, но вот сенсорная область для управления в наушниках Air Lite сделана из алюминия, текстурированного под винил. А вот в Mi AirDots Pro первого поколения она выкрашена в белый цвет. Также из внешних отличий, которые сразу бросаются в глаза, в наушниках Mi Air Lite отсутствуют какие-либо светодиоды состояния. Управление в наушниках скудноватое, ровно точно такое же, как во вкладышах Mi Air 2 SE, которые я не так давно обозревал у себя на канале. Двойным тапом по правому наушнику можно поставить трек на паузу или возобновить прослушивание. Тем же действием по левому можно позвать голосового ассистента. А в режиме входящего вызова двойным касанием можно ответить на звонок или завершить разговор. Переключать треки и управлять громкостью с наушников нельзя. Сохранили и в версии Lite датчики расположения. Они тут инфракрасные и расположены рядом со звуководом. Самая хорошая новость лично для меня — это сменные амбушюры в комплекте. Теперь они мягкие и более эластичные, и есть большой размер как раз для моих ушей. И я не просто так решил выделить этот момент. Дело все в том, что в Mi AirDots Pro первого поколения амбушюры мне совсем не подошли, ни по размеру, ни по качеству. И все бы ничего, нацепил подходящие от других наушников и проблема решена. Но именно в этой модели сторонние амбушюры подойдут далеко не все. По крайней мере, я долго искал нужную форму для Mi AirDots Pro первого поколения, ведь посадочные места под наушники не со всеми резинками нормально совпадали. Оттого крышка кейса до конца не закрывалась, когда наушники были внутри. Но теперь и наушники в уши сели как родные, и больше не нужно дополнительно ничего искать и подбирать. Что же касается времени работы от одного заряда, то производитель заявил 4 часа, причем емкость аккумуляторов в наушниках, как в случае с Mi Air 2 SE, не указана. Конкретно я в своем тесте получил результат чуть больше. Это 4 часа и 7 минут на максимальной громкости, что я считаю очень хорошим результатом, особенно если учесть, что громкости тут насыпали более чем достаточно. В каждом наушнике установлено по 2 микрофона и заявлена функция шумоподавления во время телефонных звонков. Ну а как звучат микрофоны в реальности, я и предлагаю сейчас послушать. Итак, проверяем работу микрофонов в наушниках Mi AirDots Lite. Вот таким образом на полном ходу с открытыми окнами вас будет слышать собеседник. Специально все открыл, чтобы создать максимум шума. Сейчас еще заеду в тоннель, чтобы прям вот шума было побольше, как говорится. Вот таким вот образом звучат эти наушники, звучат эти микрофоны.
Ну а теперь тот же самый тест с открытыми окнами, но уже в наушниках Mi AirDots Pro первого поколения. Они, в принципе, такие же внешние, но, тем не менее, у них есть режим активного шумоподавления, который активируется зажатием на левом наушнике. Вот таким образом звучат микрофоны в этих наушниках. Можете сравнить. Также у меня открыты окна. Ну и, в общем, как-то так вот все происходит. Ну что же, это второй тест в машине на полном ходу. Теперь уже тест с печкой в наушниках Mi AirDots Lite. Вот таким образом звучат микрофоны. Я прибавляю волюма в печке. Трешечка вот сейчас и четверочка. Вот таким вот образом звучат микрофоны в этих наушниках. Ну а теперь тот же тест с печкой на полном ходу, только в наушниках Mi AirDots Pro первого поколения. Вот таким образом они звучат, когда я наваливаю побольше жары, как говорится, на четверочку сейчас включил. Вот такой вот шум создается, не знаю, как вам слышно или нет. Я это, конечно же, услышу уже только на монтаже, но тем не менее резюме свое по микрофонам выдам. В отличие от наушников первого поколения, Mi Air Lite работают по интерфейсу Bluetooth 5.0. В наличии имеется два кодека AAC и SBC, так что о владельцах iPhone здесь также позаботились. Несмотря на то, что наушники подключаются к смартфону по извлечению их из кейса, каждый из них можно использовать по отдельности, оставив второй отдыхать в кейсе. В наушниках установлено по одному 7-мм драйверу, и вот с новыми удобными амбушюрами звук в них теперь сразу из коробки отличный и с прекрасным частотным балансом. Средние с высокими не перемешиваются даже на 100% громкости, имеется объем и глубокий бас, хотя для басхедов скорее всего его будет маловато. Такой звук настроен здесь скорее для универсальности прослушивания различных композиций, нежели для какого-то отдельного жанра. В них хорошо играет всевозможная электроника, и что характерно, рок тоже звучит довольно годно. В общем, скажу так, меломанам-универсалам по звуку наушники должны зайти. По дальности и стабильности соединения все отлично. На даче отходил от смартфона на 15 метров без препятствий, наушники держат без проблем. В доме легко пару стен пробивают. С ютубом уже история понятна. Работает прекрасно, без слышимых отставаний звука от видео. В PUBG Mobile полет отличный, звук не отстает. Ну, по крайней мере, лично мне было играть комфортно. В самый нужный момент все слышно без задержек. Ну и по итогу могу сказать, что условно упрощенная версия AirDots Pro первого поколения в виде Mi Air Lite получилась очень даже годной. Исправили косяки с комплектными амбушюрами, обновили модуль Bluetooth и увеличили автономность. Микрофоны в них звучат не хуже, а активировать режим шумоподавления как раньше вручную теперь нет необходимости. Так что по факту обновление получилось удачным. Управление, конечно, скудновато, но оно таким и было в первом поколении. Так что по этому моменту и не добавили, и не убавили. Как мне кажется, получилась такая внутриканальная версия наушников Mi Air 2 SE, да и по стоимости они получаются довольно доступными. Так что теперь, если тебе нужны недорогие вкладыши, можно брать Mi Air 2 SE, а если нужно нечто похожее, но в варианте затычек, то рассмотреть покупки можно как раз Mi Air Lite. Ну а что ты думаешь по этому поводу и понравилось ли тебе такое обновление, как всегда пиши в комментариях. И если мой ролик понравился, то не забудь поставить лайк. А на сегодня это все, спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.